Весна 1998 года. Небольшой ресторан в американском городе Гроув-Сити, штат Огайо. За столом сидят изобретатель Стэнли Мэйер, его брат и двое инвесторов из Бельгии. Перед ними лежит контракт на несколько миллионов долларов. Мэйер утверждает, что создал двигатель, способный работать на обычной водопроводной воде вместо бензина. До подписания контракта остаются считанные минуты. Мэйер внезапно хватается за горло, выбегает на парковку и падает. Брат бросается за ним. Позже он будет утверждать, что последними словами Стэнли были «они меня отравили». Через несколько минут Мэйер умирает. Ему всего 57 лет. Официальной причиной смерти называют разрыв сосуда головного мозга. Токсикологическая экспертиза не обнаруживает следов яда. Родственники требуют нового расследования, но дело закрывают. После смерти Мэйера исчезают чертежи, рабочие записи, прототипы, техническая документация. По словам его брата, часть материалов забрали люди, представившиеся федеральными агентами. Если бы эта история была единственной, ее можно было бы назвать случайностью. Но что если Стэнли Мэйер был далеко не первым человеком, который заявил, что нашел способ получать бесплатную энергию? В 1936 году канадский механик Чарльз Пок получил патент на устройство, которое делало автомобильный двигатель в несколько раз экономичнее. Это был уже третий патент на его разработку. Обычный двигатель смешивает бензин с воздухом и подает смесь в камеру сгорания, но часть топлива не успевает сгореть и вылетает через выхлопную трубу. Чарльз Пок предложил сначала полностью превращать бензин в пар, а уже затем подавать его в двигатель. По его расчетам, это позволяло использовать топливо почти без потерь. Разработку испытали сразу несколько компаний, включая компанию Ford. Результаты выглядели сенсационно. Автомобиль с 8-цилиндровым двигателем проехал около 42 километров всего на половине литра бензина. В пересчете получалось, что полного бака могло хватить на несколько тысяч километров. Канадский автомобильный журнал опубликовал результаты испытаний. Реакция последовала мгновенно. Акции нефтяных компаний на Торонтской фондовой бирже резко пошли вниз, а брокеры получили волну распоряжений срочно продавать нефтяные бумаги. Вскоре мастерскую Чарльза Пога взломали. Исчезли карбюраторы, оборудование, чертежи, рабочие записи и документы. После этого он больше никогда не строил новые образцы своего устройства. Существует версия, что на изобретателя оказали давление. Прямых доказательств этому нет. Но именно эта история стала первой в длинной цепочке похожих случаев. Через 40 лет молодой американец Том Огл случайно пришел к той же идее. Ремонтируя свою газонокосилку, он повредил топливный бак и подключил вакуумную трубку прямо ко входу двигателя, минуя обычную систему подачи топлива. К его удивлению, двигатель продолжал работать, а расход бензина оказался очень низким. Газонокосилка проработала без остановки 96 часов. Огл понял, что двигатель способен работать в основном на парах топлива, а не на жидком бензине. После нескольких месяцев экспериментов он перенес эту систему на свой автомобиль. В апреле 1977 года Огл публично показал результат. Машина проехала около 330 километров всего на 7,5 литрах бензина. Инженеры тщательно проверили автомобиль. Они пытались найти скрытый баг, дополнительную систему питания или другой способ обмана, но ничего подобного обнаружить не смогли. Почти сразу молодой изобретатель оказался в центре внимания. Компания Shell предложила выкупить разработку за $25 миллионов наличными. Для 24-летнего парня это были огромные деньги. Но Огл отказался. По его словам, он узнал, что после покупки технологию собираются навсегда убрать в архив. Он говорил, что всегда мечтал стать богатым, но не позволит своему изобретению исчезнуть. После этого все начало рушиться.
Комиссия по ценным бумагам начала расследование. Налоговая служба предъявила претензии. Начались судебные разбирательства. Затем распалась семья. Жена ушла, забрав дочь. 14 апреля 1978 года возле бара Вогла выстрелил неизвестный. Он выжил. Но всего через 4 месяца, 18 августа, Огл пришел в квартиру знакомого, внезапно потерял сознание и умер. Официальной причиной смерти назвали случайную передозировку обезболивающих в сочетании с алкоголем. При этом никаких сведений о наркотической зависимости у него не было. Родственники, друзья и адвокат считали, что это могло быть убийство. Однако доказать это не удалось. Вместе с Оглом исчезла и его разработка. Позже, в этом же году, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия заключили соглашение, закрепившее использование доллара при расчетах за нефть. Так появилась система нефти-доллара, сделавшая доллар главной валютой мировой нефтяной торговли, еще больше усилившая влияние нефтяной отрасли. Ни Пок, ни Огл не заявляли, что создали вечный двигатель. Они лишь утверждали, что нашли способ сделать обычный бензиновый мотор значительно экономичнее. Машина по-прежнему работала на бензине, но тратила его в несколько раз меньше. Но были и те, кто пошел еще дальше. Они утверждали, что создали двигатель, которому вообще не нужен бензин. Одним из самых известных таких изобретателей стал Стэнли Мэйер. О нем мы уже говорили в начале видео. Его идея была основана на давно известном процессе – электролизе. Если пропустить через воду электрический ток, она распадается на два газа – водород и кислород. Водород можно использовать как топливо. Но есть проблема. Чтобы получить водород таким способом, обычно приходится потратить больше энергии, чем потом удается вернуть. Проще говоря, такая система не окупается. Именно поэтому автомобили на воде так и не стали обычным транспортом. Но Мэйер утверждал, что он сумел решить эту проблему. По его словам, его автомобиль мог ездить на обычной воде из-под крана. Он даже заявлял, что для поездки через всю территорию США, а это почти 5000 километров, машине понадобилось бы всего около 80 литров воды. Он показывал свой автомобиль по всей стране. Его осматривали инженеры, проектом заинтересовались журналисты, инвесторы, нефтяные компании и даже Пентагон. А потом произошел тот самый обед в ресторане, после которого Мэйер внезапно умер. Если сегодня попытаться собрать его устройство по опубликованному патенту, оно не заработает. Сам Мэйер позже говорил, что специально указал в документах неверные параметры. Он боялся, что его разработку украдут или засекретят. По его словам, с некоторыми его предыдущими изобретениями уже происходило нечто подобное. Многие относятся к этим заявлениям скептически, ведь современная физика говорит, что энергию невозможно получить буквально из ничего. Но Мэйер утверждал, что создал еще одно устройство, на этот раз без воды, без бензина и вообще без какого-либо топлива. По его словам, оно получало энергию прямо из окружающего пространства. И здесь история Мэйера перестает быть историей одного человека, потому что задолго до него похожие заявления делал американский инженер Томас Морей. Он утверждал, что построил устройство, которое вырабатывало электричество без подключения к сети и без какого-либо топлива. По его словам, его мощности хватало, чтобы обеспечить энергией сразу несколько жилых домов. Когда Морей попытался получить патент, ему ответили, что такая технология невозможна. Вскоре его лабораторию разгромили, исчезло оборудование, пропали документы. Сам Морей и его семья пережили несколько нападений. В какой-то момент он настолько опасался за свою жизнь, что даже укрепил свой автомобиль броней. Несмотря на это, в 1940 году Морей все же провел публичную демонстрацию своего устройства. Уже на следующий день в его лабораторию проник неизвестный и напал на изобретателя. Морей выжил только потому, что постоянно носил при себе оружие. Позже почти все оборудование было уничтожено. Официально заявили, что это сделал его помощник, потерявший рассудок. Другие считали, что на него оказали давление. В итоге Морей умер в бедности, а вместе с ним исчезла и его разработка.
Еще один похожий случай связан с Эдвином Греем. Он утверждал, что создал необычный электромагнитный двигатель. По его словам, двигатель почти не потреблял энергию, но при этом мог выполнять работу, на которую обычно требовались 1000 ватт. Во время одной из демонстраций двигатель запускал тяжелый промышленный мотор, хотя сам источник питания выглядел слишком слабым для такой нагрузки. Некоторые инженеры заявляли, что не понимают, как это вообще возможно. 8 лет Грей дорабатывал свое устройство, а затем 1,5 года пытался заинтересовать им правительство США. Но всего через неделю после очередного обращения в его лаборатории прошел обыск. Оборудование и документы изъяли. Вскоре Грея нашли мертвым у себя дома. После его смерти исчезли чертежи, записи и все образцы его разработки. Не менее странной выглядит история Флойда Свита. В 80-х годах он показал небольшой прибор размером всего с колоду игральных карт. Во время демонстрации эта маленькая коробка одновременно питала 5 мощных ламп по 100 Вт каждая, без розетки, без генератора и без какого-либо видимого источника энергии. По словам очевидцев, устройство могло работать часами, практически не нагреваясь. После подачи заявки на патент вокруг Флойда Свита начали происходить странные события. Однажды к нему подошел незнакомец и молча показал фотографию, сделанную через окно его собственного дома. После этого спокойно объяснил, что будет, если исследование продолжится. Свит обратился в ФБР, но, по его словам, давление стало только сильнее. Телефон не замолкал, записи исследований исчезли, а вскоре после визита 2 неизвестных он внезапно умер. Уже на следующий день из его дома вывезли оборудование, документы и все, что было связано с его проектом. Но почему во всех случаях разработки исчезают сразу после смерти их создателей? И главный вопрос, существовали ли эти технологии на самом деле, или это лишь красивая легенда? Нас со школы учат, что космический вакуум – это абсолютная пустота. Нет воздуха, нет вещества. Кажется, что там вообще ничего нет. Однако современная физика описывает вакуум иначе. Даже в полностью пустом пространстве постоянно происходят очень короткие процессы. На мгновение появляются и исчезают так называемые виртуальные частицы. Их нельзя увидеть напрямую, но их влияние удалось обнаружить в экспериментах. Поэтому сегодня вакуум считают не просто пустым пространством, а средой с особыми физическими свойствами. Одним из первых подтверждений этого стало открытие американского физика Уиллиса Лэмба. За его работу в 1955 году он получил Нобелевскую премию по физике. Лэмб обнаружил, что электрон в атоме водорода ведет себя немного иначе, чем предсказывали расчеты. Позже ученые объяснили это влиянием процессов, происходящих даже в пустом пространстве. Это явление получило название «эффект Лэмба». Такие открытия привели к появлению понятия энергии нулевой точки. Название связано с абсолютным нулем, температурой минус 273 градуса по Цельсию. Даже при такой температуре, когда любое движение вещества почти прекращается, вакуум, согласно квантовой теории, не становится полностью пустым. Иногда можно услышать, что в небольшом объеме вакуума может содержаться колоссальное количество энергии. По некоторым теоретическим оценкам, в объеме размером с обычную чашку ее было бы достаточно, чтобы испарить все океаны Земли, если бы существовал способ ее извлечь. Но здесь важно сделать оговорку. Современная наука признает, что вакуум обладает собственной энергией, однако не существует подтвержденного способа использовать ее как источник бесплатной энергии. Закон сохранения энергии остается одним из основных законов физики. Сторонники альтернативных технологий смотрят на это иначе. По их мнению, такие устройства не создают энергию из ничего, они лишь получают ее из окружающего пространства. По их словам, это похоже на работу солнечной панели, которая не создает свет, а только преобразует его в электричество. С этой идеей часто связывают имя Николы Теслы.
Он предполагал существование особой среды, заполняющей все пространство, и считал, что в будущем человечество сможет использовать ее свойства. По одной из популярных версий, именно ради этого он строил свою знаменитую башню на Лонг-Айленде. Сторонники этой гипотезы считают, что Тесла пытался передавать или получать энергию без проводов. Но башню так и не достроили, финансирование проекта прекратилось. Существует популярная версия, что инвестор Джон Пирпонт Морган отказался продолжать финансирование, когда понял, если электричество нельзя учитывать и продавать через счетчик, заработать на такой системе будет невозможно. И именно с этого момента история снова переходит из области науки в область одной из самых известных теорий заговора. В 1951 году в Соединенных Штатах приняли закон, который действует до сих пор. Он называется «Закон о секретности изобретений». Его смысл прост. Если государство считает, что новая разработка может угрожать национальной безопасности или экономическим интересам страны, на нее накладывают режим секретности. После этого изобретателю запрещено рассказывать о своей работе, продавать ее, передавать другим людям или вывозить за границу. В некоторых случаях использовать разработку разрешается только военным. За нарушение закона предусмотрена уголовная ответственность. В законе говорится не только об угрозе безопасности, но и об угрозе экономическим интересам. То есть разработку могут засекретить, если власти считают, что она способна изменить существующий рынок. Доктор Томас Валлан, бывший сотрудник патентного ведомства США, утверждал, что за годы работы видел множество разработок, которые могли бы изменить будущее энергетики, но, по его словам, многие из них исчезали под грифом секретности еще до того, как о них узнавала общественность. Валлан также рассказывал, что представители военных регулярно работали с патентным ведомством и решали, какие технологии нельзя публиковать. После того, как Валлан рассказал об этом публично, его уволили. По данным Федерации американских ученых, только за 2010 год статус секретных получили более 5000 изобретений. Более 5000 изобретений всего за один год, а этот закон действует уже больше 70 лет. Согласно рассекреченным документам 70-х годов, среди разработок, которые могли попасть под секретность, упоминались энергетические системы с очень высокой эффективностью и солнечные панели с коэффициентом полезного действия выше 20%. Сегодня, спустя почти полвека, коммерческие солнечные панели лишь немного превысили этот уровень эффективности, но гораздо интереснее другое. В последние годы внимание исследователей привлекла серия необычных патентов, оформленных на военно-морские силы США. Их автором указан инженер Сальвадоре Пайс. Один из патентов описывает компактный термоядерный реактор, устройство, которое по замыслу автора должно вырабатывать огромное количество энергии, занимая всего несколько метров. Эта технология могла бы заменить крупные электростанции и обеспечить энергией корабли, самолеты и даже целые города. Есть еще более необычная разработка. В патенте описан летательный аппарат, который с помощью очень мощных электромагнитных полей должен изменять свои физические свойства. С помощью этой технологии самолет или космический аппарат смог бы резко разгоняться, мгновенно менять направление полета и выдерживать перегрузки, которые сегодня считаются невозможными. Среди патентов также есть концепция двигателя для космических полетов на очень больших скоростях и компактный источник энергии, который, как утверждается, способен получать энергию из квантового вакуума, то есть из самого пространства. Все это звучит как научная фантастика. Однако эти документы были официально зарегистрированы именно на военно-морские силы США. Более того, во время рассмотрения патентов представители ведомства заявили патентному бюро, что описанные технологии могут быть реализуемы и имеют важное значение для национальной безопасности. Если подобные технологии действительно существуют и находятся в распоряжении военных, почему о них почти ничего не известно? Тем более, что когда-то подобные исследования вовсе не скрывали. В 50-х годах идея
антигравитации считалось вполне серьезным научным направлением. Правительства США, Канады выделяли деньги на исследования, а крупные авиационные компании пытались понять, можно ли создать принципиально новый способ полета. В газетах того времени писали, что уже в ближайшие десятилетия могут появиться летающие автомобили, но затем интерес к этой теме словно исчез. Открытых публикаций становилось все меньше. Многие проекты закрыли, а часть исследований получила статус секретных. Почему это произошло, официально так и не объяснили. Одной из самых известных историй стала история американского физика Нин Ли. В начале 90-х годов она опубликовала несколько научных работ, в которых предположила, что быстро вращающиеся сверхпроводники могут создавать слабые гравитационные эффекты. Эти исследования сразу привлекли внимание не только научного сообщества, но и Министерства обороны США. В 2001 году компания Нин Ли получила денежный грант в размере $400 тысяч на продолжение исследований, и после этого она практически исчезла из публичного пространства. Следующие 13 лет Нин Ли не публиковала научных работ, не давала интервью и не выступала на конференциях. Что происходило с ней в этот период, неизвестно. Родственники позже рассказывали, что незадолго до исчезновения она испытывала сильный стресс и говорила, что ей не нравится работать с военными. В 2014 году Нин Ли неожиданно появилась снова. Вскоре ее сбил автомобиль. Полученные травмы привели к тяжелому повреждению мозга. Вернуться к научной работе она уже не смогла и спустя несколько лет умерла. История Нин Ли интересна не только ее исчезновением. Это один из немногих случаев, когда исследования, связанные с необычными физическими эффектами, официально финансировались Министерством обороны США. Поэтому сторонники этой версии считают, что подобные разработки могли попасть в распоряжение военных еще до того, как о них узнал весь мир. В 2017 году газета The New York Times раскрыла существование секретной программы Пентагона, которая с 2007 года изучала сообщения о неопознанных летающих объектах. Вскоре Министерство обороны США подтвердило подлинность 3 видеозаписей, снятых пилотами военно-морских сил США. На одной из них неопознанный летательный объект, получивший название «Тик-Так», двигался и выполнял сложнейшие маневры, которые пилоты сочли крайне необычными. Его происхождение официально так и не было установлено. В 2022 году Пентагон создал постоянное управление для расследования подобных случаев, а Конгресс США провел серию открытых слушаний с участием военных, разведки и бывших пилотов. Никто не заявлял, что эти объекты используют бесплатную энергию или антигравитацию, но сама тема необычных технологий впервые за многие годы вышла из области слухов и стала предметом официальных расследований. При этом мировая энергетика за все это время почти не изменилась. Сегодня более 80% всей первичной энергии человечество получает из нефти, природного газа и угля. Это рынок стоимостью в несколько триллионов долларов в год. На нем держатся крупнейшие энергетические компании, бюджеты многих государств, мировая торговля и значительная часть промышленности. Источник энергии, которому не нужны нефть, газ или уголь, изменил бы не только энергетику, он изменил бы транспорт, промышленность, стоимость сырья, мировую торговлю и всю инфраструктуру, построенную вокруг добычи и продажи топлива. За последнее столетие вокруг темы свободной и бесконечной энергии появилось множество шарлатанов. Они продавали неработающие устройства, обещали невозможное и зарабатывали на доверчивых людях. Именно поэтому сегодня к любым заявлениям о подобных технологиях относятся с большим недоверием. Но были и другие истории. Люди, о которых шла речь в этом видео, получали патенты, проводили публичные демонстрации, работали с инвесторами, промышленными компаниями и государственными структурами. Само по себе это не доказывает, что их устройства действительно работали, но и поставить их в один ряд с обычными мошенниками тоже непросто. К сожалению, за 100 лет ни одна из этих технологий так и не изменила мир. Но что произошло на самом деле? Все ли изобретатели действительно ошибались, или среди них все-таки был человек, которому удалось создать рабочую технологию? И если подобный источник энергии существует сегодня, то где, по-вашему, она может использоваться? Напишите свое мнение в комментариях и обязательно смотрите другие видео на этом канале, они тоже очень интересные.